привет! Сегодня я хочу показать вам, как я рисую шотландских терьеров в технике мокрым по мокрому. Это одна из моих любимых техник. На столе у меня лежит специальный пластиковый планшет, на который я буду прилеплять мокрую бумагу. Но можно использовать любую поверхность, которая гладкая и которую вы не боитесь испортить. Для этой техники я использую хлопковую бумагу, потому что она хорошо держит воду и акварель по ней красиво растекается. Но можно использовать и целлюлозу, просто она будет сохнуть быстрее. Вот такие кисточки для разных задач. Салфетки, чтобы промакивать бумагу в некоторых местах, вода, краски. Сначала нам необходимо смочить хорошо лист с двух сторон и дать ему пропитаться. Рисунок я уже предварительно нанесла, чтобы не тратить на это время. И все скучные места я буду показывать в ускоренном режиме. Как видите, я плохо промыла кисть после предыдущей работы. Но сейчас нам это не будет мешать, но, конечно, так делать не следует. Вот мы смочили лист с изнаночной стороны. Теперь я его хорошо прилеплю к планшету, так, чтобы не было воздушных пузырьков. Для этого хорошо использовать полотенце, растягивая рисунок в разные стороны, прижимая его. Ну и выгоняя вот таким вот образом эти пузыри. Сейчас будем смазывать снаружи энергичными движениями, чтобы вода хорошо вбилась в лист. Если где-то с изнанки вы чувствуете, что у вас лист немножко сухой, плохо прилепился, просто возьмите, смочите его еще. Вообще можно так делать в процессе работы, если вам нужно рисовать какую-то большую работу долго-долго. Лист, конечно, подсыхает, и вот таким образом вы постоянно поддерживаете нужную влажность на бумаге. Вот смачиваем лист снаружи, с лицевой стороны. Сейчас надо дать посохнуть несколько минут, пока смешаю краски. Если вы случайно капнули на лист, не переживайте, это можно исправить. И очень часто такие пятна придают акварели индивидуальности, а иногда прекрасно вписываются в композицию. Я салфеткой промокну те места, куда краска не должна потечь. Техника мокрым по мокрому прекрасна тем, что акварель работает как бы сама. И очень сложно, конечно, ее не контролировать. Но мы можем задать ей направление путем того, что высушиваю места, куда эта краска потечь не должна. Например, глаз, нос. Вот хочу под хвостиком сделать более четким контур, лапы. Можно и на тельце, в общем, там, где вам хочется. Сейчас я начинаю смешивать краски. Я люблю сложные цвета. Они всегда намного красивее ярких, открытых из коробки. И, конечно, работа всегда выглядит более гармонично, если вы используете именно смеси. В принципе, для того, чтобы рисовать хорошую работу, иногда достаточно 3-4 красок. Так что много красок даже и не нужно вам покупать. Сейчас я задам те места, которые у меня будут светлыми, то есть как бы на свету. Какие-то места будут более теплые, какие-то более холодные. Вот я сейчас намешиваю краски для светлых частей. Ну, обычно на носу, там на спинке краска, она всегда более холодная, потому что свет падает сверху. Если это не вечерний свет, а дневной, он всегда достаточно холодный. Вот сейчас добавляем и более теплые в какие-то места, которые отвернуты у нас от света, от прямого солнечного света. В общем-то, эта техника довольно свободная, и можно это делать довольно хаотично, все равно будет красиво. Сейчас мы не претендуем на какой-то там реализм
или на точную передачу. Главное, чтобы работа была интересной, притягивала взгляд. Сейчас я начинаю смешивать черный цвет. Я почти никогда не использую готовую черную краску. Я не противник ее, но она довольно скучная для меня, поэтому я предпочитаю намешивать ее из разных цветов. Вот увидите, при высыхании она очень красиво распадется на разные оттенки. Ну и даже если использую черную краску, а часто это не черная, а серая пейна, это такая темно-темно-серая с холодным оттенком, я добавляю туда еще какие-нибудь цвета. Красный, желтый, зеленый, в зависимости от поставленных задач. Вот сейчас я набираю уже довольно плотную краску на кисть. Ее должно быть много и не должно быть много воды. Как видите, краска начинает сама растекаться в разные стороны. Кисточкой мы немножко ее подправляем. Надо быть аккуратным, обходить те места, которые нам не нужны, чтобы они были темными. Иначе это будет скучно. Ну, в принципе, ненужную краску можно немножко выбрать потом кистью. Не бойтесь, что она такая темная, она при высыхании довольно сильно посветлеет. Мы еще будем добавлять и уплотнять цвет в отдельных местах. Вода немножко потекла на нас. Ничего страшного, я опять беру бумажную салфетку и промокаю его. И можно спокойно работать вокруг, не боясь, что это место у нас будет заполнено ненужным цветом. Сейчас я набираю все более густую краску. Тут очень важно, чтобы с каждым следующим слоем, который вы добавляете, краска была все более и более плотной. И воды должно быть все меньше и меньше. Если у вас будет слишком много воды, то на всех слоях у вас просто растекутся некрасивые кляксы. Ну, иногда, конечно, кляксы бывают и красивыми, но в данной ситуации нам этого просто не нужно. Я потихоньку начинаю выделять темные места. Соответственно, у меня выделяются более светлые места на их фоне. Пузичко в тени,
Видите, сразу появилась задняя лапа, да? Появился локоть. Сейчас вот работаю под глазом, работаю между бровями. Он хоть у нас и маленький скотенько, но уже бровастый.
Я продолжаю потихоньку дорабатывать нужные мне места. Бумага все это время потихонечку подсыхает, но все равно она влажная внутри, поскольку мы смачивали лист с двух сторон. И краска на самом деле продолжает растекаться. И так будет до тех пор, пока бумага не высохнет совсем. Но она уже довольно сухая для того, чтобы не растекаться сильно, и поэтому я могу делать отдельные волоски, но при этом они не будут выглядеть жесткими. Сейчас я хочу прикрепить лист к планшету малярной лентой для того, чтобы он высыхал более ровно и не коробился. Для этого я сначала промакиваю салфеткой по краям, иначе лента может просто не прикрепиться, если будет слишком много влаги. Пора поработать над глазом. Для этого я намешала теплый цвет. Я им немножко подкрашу белок. Белок никогда не бывает белым на рисунках. Он может быть голубоватым, зеленоватым, розоватым. А здесь мне захотелось добавить что-то такое желтовато-розовое. И сейчас я рисую зрачок. Бумага у нас довольно влажная еще, и краска, скорее всего, будет на глазе немножко затекать на светлые места, но я буду в дальнейшем потихонечку просто выбирать кистью эту лишнюю краску. Начинаю потихоньку добавлять детали, отдельные волоски на бровях, бороде, ушах, лапах. Главное не увлекаться деталями, делать это очень аккуратно и лучше сделать меньше, а не больше. Также я сейчас добавлю контур на лапах. Это сразу привлечет к ним внимание, и работа будет выглядеть более законченно. Совсем не обязательно, чтобы этот контур совпадал с темным местом. Работа будет даже интереснее, если вы дадите этим линиям жить своей жизнью, а не повторять уже нарисованное.
В рисовании очень важно вовремя остановиться, поэтому я решила, что работа закончена, и пора ставить подпись. Надеюсь, вам понравился мой первый записанный мастер-класс. В этом небольшом мастер-классе мы поработали по мокрой бумаге мокрыми красками. Также поработали с черным цветом, что непросто. Надеюсь, он вам понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!